Всех приветствую, друзья, ребята, подписчики, уже постоянные гости моего канала, всех рад видеть. Хочу с вами сейчас поделиться, короче, у меня на днях заглючило, мафон заглючил. И получается этот, я сбросил через кнопку здесь, через рэк, вот обычный, вот сейчас я вам покажу. Вот, столкнулся с такой темой, потому что эквалайзер для меня это вечная, короче, проблема, то, что постоянно, штатную музыку, она достаточно хорошо играет, вот, но дополнительно, стоит, конечно, уделить этому внимание, денег нет, поэтому, пока крепимся как можем. Вот, короче, штатную музыку, я с эквалайзера допиливаю, чтобы нормально, он достойно играет, я считаю. Вот, это не приоровская, музыка, штатная музыка у вас Патриот, она нормально играет, я скажу. Для голоса достаточно, не долбилово, конечно, у меня стояла аудиосистема там и с сабовым звеном, там и с эстрадками, конечно. Но это, конечно же, не эстрадки, двери не откроешь, не навалишь так, чтобы пацаны на приорах позакрывали. Но, в принципе, когда ездишь, хасанишь по городу, в принципе, этого достаточно. Вот. Сейчас решил буквально вам видосик такой короткометражный записать, чисто, по настройкам. Сейчас я это буквально сделал, там, буквально, минут за 5, наверное, потыкал песни, через VK Music включал. Сейчас, кстати, ребят, кто любит музыку и слушает ее через контакт, вот лично я делаю, я ВКонтакте добавляю себе треки, свою аудио, эту библиотеку, вот. То, что нахожу, туда закидываю, а потом просто ее с телефона слушаю. И потом просто-напросто по Bluetooth коннекчу. Сейчас вот еще столкнулся с проблемой, что мне после того, как я натыкал, я рассказывал в других видосах, что мне, взяли, заблочили функцию, устанавливая там приложение, то есть, через Wi-Fi, тут Wi-Fi на мафоне есть, Bluetooth, мафон ловит, клипы на ютубчике можно посмотреть через сайт, вот, но, тем не менее, это, конечно, не сразу приложуху накатил ВКонтакте, там, и, слушаешь. Кто любит слушать, чтобы не платить за, чтобы музыка без рекламы была, качайте приложение, да, кончайте приложение и качайте, и потом его кончайте. ВК Кофе называется, там, забивайте там, там много версий, там увидите, нормальная приложуха, вот, отлично работает. Качайте и потом устанавливайте. Сейчас я вам, кстати, покажу настройки, как я быстро настроил, там буквально минут за 5, потому что до этого у меня настройка эквалайзера занимала минут 30, и еще уши вот так вот опухают. Минут 30 я тратил на все это дело. Вот, сейчас это буквально, минут 7, наверное, просто, посмотрел там на ютубчике, что там, какие варианты есть, и в итоге выставил, играет нормально, но не так, как хотелось бы. Мне хочется чтобы музыка играла и громко слышала, слышно было с улицы громко. И мне в то же время, чтобы не так сильно хрипело, максимально, то есть выжать максимальный результат из того, что мы имеем, только с помощью эквалайзера и настроек. Вот, сейчас я вам переверну, покажу, как я добился этого. Вот, и как я настраивал. То есть можете посмотреть мои настройки, потому что я смотрел другие настройки, у кого тоже под Патрики. Вот, там немножко магнитола другая. Это новая магнитола, тут немножко по-другому. И она отличается, там максимальный плюс 11, там, по настройкам я просто прикинул. Или у меня плюс 11, а там, на тех видосах там плюс 12 или 13. Поэтому разница там в 1 балл тоже получается, имеет значение, поэтому мне пришлось все просто с нуля сейчас накатить, выставить. И играет, вполне достаточно. Включу на радио, потому что, когда я включаю ВК Кофе, у меня не записывает видос телефон. Я просто не совсем, знаю, освоил уже технику чудесного монтажа, чтобы можно было тут снять и скрепить, там снять. Вот. Поэтому можете сразу перекатить, а можете, как я это делал, сами под себя подогнать. Потому что у всех вкусовые предпочтения разные. У всех будет, звучать по-разному. Вот, Так что зарабатываем вместе. Сбросил, то есть вот она кнопка, вот здесь пимпа сброса есть. Сейчас я включу больше света. Вот здесь вот эта штучка, вот она. Я ручка, в принципе, у меня ручка была, потому что постоянно скрепку возить, не по кайфу. Ручку нашел, тыкнул. Смотрите, ребят. Это радио. Заходите вот сюда в эквалайзер. Вот это мои пользовательские настройки. Вот.
примерно вот так вот накатите, плюс-минус один там, ну, посмотрите, как бы, ну, как вот. Вот этот результат дает, то есть не совсем большие басы, но на голос, то есть чтобы слышно было, то есть и в салоне было достаточно громко, даже если где-то окошко приоткроешь, где-то понтануться, чтобы можно было. Вот, это тоже, в принципе, нормально будет, ну, играть. То есть смотрите, по вот этому вот тоже, по всем гигагерцам, мегагерцам, мегапикселям, вот, баланс вот здесь вот так вот у меня стоит. То есть все полностью по нулям. То на компенсацию обязательно вот фокусируется, не фокусируется что-то. Давай, вот так вот. Не фокусируется, не ловит. Вот, ну вот здесь вот эта вот часть, короче, верхняя, это тонокомпенсация. Вот она. Ее включайте, потому что он, ну, небольшие шумы он сглаживает, подрезает. Сабвуфер тут есть вот такой момент, как бы, я не знаю, как бы, он тут есть, как бы, не знаю, что-то меняет, не меняет, я сильно не услышал, как бы. Ну, не знаю, я честно, как бы, не знаю, может быть это на САП отдельный выход, и он работает, но в моем случае, как бы, я не понял, может быть работает. Смотрите, короче, как я сделал полностью, короче. Вначале я баловался, вот, ну, короче, по чуть-чуть, ну, крутил, выставлял эти все настройки, там, 9 делаю, там, больше, меньше. Короче, суть тут в чем заключается, просто делайте на всю громкость, вот эта часть, по-моему, вот эти первые 3, это, по-моему, басы. Вот, полностью на всю громкость, я вначале где-то с 25 начинал и подшаманил, потом просто где-то 40 поставил на всю, и полностью вниз опустил, и потихоньку поднимаете, вот, короче, до тех пор, то есть пока не начинают хрипеть динамики, ну, чуть-чуть хрипят, ну, чувствуете, что вот этот вот момент, и чуть-чуть раз, ну, снижаете, вот, ну, то, что вот мешает, то есть, ну, соответственно, вы знаете, что когда вокал с басами, то, соответственно, будет хрипеть, забивать, поэтому, ну, я стараюсь, как бы, чтобы басы тоже присутствовали для качества. Ну, совсем тоже, без них тоже не вариант, ну, не по кайфу слушать. Ну, вот, то, что я нашаманил, ну, можно вот проверить вот так вот, как играю. Вот. You know me, fuck that. Ну, вот как-то так. Ну, я считаю, что играет достаточно, в принципе, ну, более чем. Вот, по расходу бензина, вот сейчас опять капнул, одометр не замерял. Вот, ну, машину больше стал прогревать, но вытягивается на 85 километров с 25 литров. Сейчас по 25 литров капаю. Ну, в любом случае, еще к дилеру не звонил, чтобы заказать всю эту тематику. Ну, заказать, в смысле, поехать им, предъявить за всю эту движуху, пускай стараются, шаманят. Вот. Поэтому там в ходе действий, как бы, я там буду записывать, там, не знаю, посмотрим. Подписывайтесь, ставьте лайки, ребят. Для вас стараюсь. Если какие-то вопросы по пути, задавайтесь. Благодарю всем, кто отзывается в комментариях мне, ну, какие-то советы там дают. Реально очень прислушиваюсь, смотрю, помогаете разобраться с той или иной проблемой, допустим, каким-то вопросом. Вот. В свою очередь я тоже буду, как бы, все, что я знаю, чтобы вам время сэкономить, вот, буду вам рассказывать, доносить. Поэтому, ребят, хороших выходных. Подписываемся, ставь лайк. С вами был Оскар, татарский уфимец, русский гелик в татарских руках. Так что, ребят, всем хорошего настроения, улыбайтесь, ни гвоздя, ни жезла, как обычно.